Вышло солнце, а значит настало время поговорить о прекрасной солнечной Австралии. Здесь, в Калининграде, у нас солнца мало, и была довольно затяжная серая зима, но, слава богу, мне удалось месяц разбавить эту зиму и находиться в Австралии. Вот, с декабря по январь, не все 2 месяца, но где-то недели 3, чуть больше 3 недель я был в Австралии с родственниками, и сегодня я хочу поделиться с вами своими впечатлениями. Начнем мы с того, что я приглашаю вас на Boosty и Patreon, там вы найдете транскрипцию в формате PDF и на сайте, и также в транскрипции я объясню самые сложные слова. Ну и также это возможность поддержать проект. Также там есть абонементы на уроки, если хотите говорить на русском, поскольку это канал для изучения русского языка. Вы, наверное, хотите не только учиться понимать, но и говорить. Так вот, можете там записаться на занятия. И да, в Австралии я встретился с 3 ребятами, которые смотрят мой канал. Это произошло случайно. И на самом деле я мог бы встретиться с еще большим количеством людей, но просто мы как-то не организовали это все, и вот встретился только с 3. Но, в общем, это к тому, что очень здорово, что благодаря проекту у меня есть знакомые по всему миру. Вот. Приезжайте и вы тоже в Россию. Я до сих пор не верю, что я был в Австралии, на самом деле, потому что Австралия в умах людей звучит как какое-то райское место, которое недоступно простым смертным, то есть это супер дорогая страна, в нее супер сложно попасть, сложно получить визу, дорогие билеты, и я смог туда съездить. На самом деле все было гораздо проще, чем я думал, и все это потому, что у меня там живет тетя. Это не было для нас секретом, да, то есть мы знали, что она там живет, но просто все равно почему-то вот казалось, что сложно будет получить визу, что это будет дорого. Я все собирался, морально готовился, что вот мне нужно накопить какую-то сумму, чтобы туда поехать. Мне, скорее всего, потребуется целый год, чтобы подготовиться к этой поездке. Но тут где-то за 2 месяца до вылета, за 2-3 месяца моя тетя пишет: а не хочешь ли ты слетать в Австралию? Я такой: хочу. Да, хоть и я вообще совершенно не был готов к этому финансово, но поскольку такое происходит, возможно, один раз в жизни, чтобы всей семьей вот так собраться, еще и в Австралии, я понял, что я хочу туда полететь, и я сказал, что да, я обязательно туда поеду. Ну и все, я начал готовиться, начал откладывать деньги. Визу было получить достаточно легко, потому что, опять же, мне сделали приглашение, да, то есть гражданин Австралии мне сделал приглашение, выступил финансовым гарантом, то есть мне не нужно было показать, что у меня там $1 000 000 на счету, просто вот этот человек за меня отвечает, и нужно было что-то там отправить, фото паспорта, заплатить какую-то пошлину, 10 000 рублей, 100 евро, и все. То есть все было достаточно легко, никаких бронеотелей, никакого жилья, ничего этого не нужно было. То есть австралийскую визу получить гораздо проще было для меня, чем европейскую какую-нибудь Шенген, да, где вот такая пачка документов. Соответственно, когда я отправил все документы, еще я сделал биометрию, отпечаток пальцев. За этим я летал из Калининграда в Новосибирск, хотя это можно было сделать в Москве, но я просто хотел слетать в свой родной город. И все, я отправил документы, и где-то через 10 дней или 2 недели я получил ответ о том, что вам одобрена австралийская виза. Это было приятной новостью, но я все еще не верил, что я окажусь в Австралии. Вообще не представлял, что это за страна. Конечно, я смотрел кучу обзоров, где восхваляли Австралию, и ожидания были супер-супер-супер высокими. Потом дело дошло до билетов. Я покупал билеты через Китай, потому что так было дешевле. То есть сначала я смотрел билеты из России в Китай, и потом из Китая в Австралию. Это был самый недорогой маршрут. Конечно, было много пересадок. То есть сначала мне нужно было из Калининграда полететь в Москву, из Москвы в Иркутск, из Иркутска в Пекин, из Пекина в Чанчжэнь, Ханчжэнь, я не помню вот этот город, еще один какой-то китайский на юге, и последняя точка была Сидней, то есть вот 5 пересадок, 5 рейсов, и я в Австралии. Но при этом это стоило не так дорого, это стоило где-то 55 000 рублей, $550. Да, в общем, для того, чтобы из Калининграда попасть в Австралию за $550, мне кажется, это вполне адекватная цена. В Иркутске, кстати, когда я был, мы уже встретились с семьей и вместе дальше продолжили поездку. И там я, кстати, в Китае
отпраздновал свой день рождения, мне исполнилось 30 лет. Кстати, если не слышали мой выпуск про мои уроки к 30 годам, то он будет в описании. Мне подарили тортик в Китае. Во втором городе мы вышли, посмотрели на город будущего, на то, как выглядят машины в будущем, как они будут выглядеть. То есть это сплошные электрокары, бесшумные. Вот, в Китае были. И да, потом мы полетели 10 часов до Сиднея, прилетели. Первое, что нас встретило, это коалы в аэропорту, да, то есть какая-то реклама с коалами. И вот мы вышли из аэропорта, сняли наконец-то все свои куртки, все свои ботинки, и было где-то градусов 25 на улице. Увидели этот австралийский флаг, и вот я наконец-то оказался в Австралии. Конечно, сложно было испытать какой-то восторг, потому что был довольно долгий маршрут, да, то есть долго мы добирались, и мы были очень уставшими, убитыми, можно сказать, но, тем не менее, вот мы добрались, и вот мы оказались в Австралии. И да, вот первые впечатления, которые у меня были, их особо не было, если честно, то есть тут сказался и тот факт, что у меня были слишком высокие ожидания, что я не знал, чего я ожидаю, то есть я думал, что я попаду, опять же, в этот город будущего, но тут, опять же, на фоне Китая, то есть где я видел вот эти суперсовременные электрокары, и попадая в Австралию, я вижу уже, обычные машины, как у нас, то есть, да, они современные, но, типа, не супер современные, и я не знаю, то есть все довольно классно, нормально, но обычно выглядит, то есть примерно то же самое я видел где-нибудь в Азии, в Таиланде. Понятно, что Таиланд не такой аккуратный, но тем не менее какой-то роскоши я не увидел. То есть я увидел, что все в порядке, все классно, но без какого-то шика, там, как в Швейцарии, например, или в какой-нибудь Швеции, может быть, Норвегии, да, то есть в этих супербогатых странах. Вот. И это было первое впечатление. И плюс сказалось то, что я был очень уставший, и я такой, типа, да, Австралия, окей. Вот. На самом-то деле, конечно, это большая привилегия, наверное, потому что буквально вот мой знакомый тоже пытался получить визу, но у него не было приглашения, и ему отказали. Так что очень круто, что я вообще туда попал. Еще из таких первых впечатлений это то, что у них столбы из эвкалипта, то есть деревянные столбы. Это то, что у нас тоже есть и было, и у нас этого почему-то стыдятся, да, считают, что столбы должны быть обязательно железные или бетонные, но в Австралии это используют, это вполне такой экологичный метод, и это выглядит окей, неплохо, органично, вот. Что еще? Еще сразу видно, что это довольно автомобилецентричная страна, то есть сплошные дороги, хайвеи, туннели. Мы, кстати, прилетели в Сидней у меня живет тетя, и мы поехали домой, да, сразу к ней. Тут я столкнулся уже с таким явлением, как субурбия, и это то, чего я не видел до, то есть это такая американская планировка города, где у тебя есть даунтаун, центр города с небоскребами, со старой архитектурой, и есть большая часть города, остальная часть города, где у тебя частный сектор, то есть такие дома, как в Лос-Анджелесе, как, не знаю, в любом, наверное, американском городе, и та же самая история плюс-минус в Австралии, вот, и да, то есть все тоже очень аккуратно, то есть все в порядке, нет разбитых каких-то дорог, нет, я не знаю, какой-то нищеты, то есть этого я не вижу. Но, опять же, и нет какой-то роскоши. То есть австралийский подход к жизни — это что все достойно выглядит, но без каких-то излишних понтов. Русская православная церковь встречает чисто по-русски, блядь. Закрыто, во-первых. Во-вторых, собаки злые на страже. Эх. Соответственно, когда мы приехали, я уже не помню, но да, мы были очень уставшими, мы, наверное, там успели только поужинать и лечь спать. Еще мы прогулялись, по-моему, сходили в парк. Вот, насчет парков тоже интересное впечатление. В России, и вообще, в принципе, в Европе там где-нибудь я привык к тому, что парки, в них есть деревья, то есть, что они очень зеленые, это как такой небольшой лес, зеленый такой островок, вот, но в Австралии очень часто парки просто
зеленое поле и все, то есть там нет деревьев. Сами по себе города Сидней и Мельбурн достаточно зеленые, то есть в городе, в принципе, много деревьев, но вот именно в парках, по крайней мере, там, где мы жили, почему-то было мало деревьев, вот, причем не один парк, хотя есть там и с деревьями, но, в общем, это такое впечатление, то, что мне бросилось в глаза. Ну и вот, и касательно вот этой субурбии, мне не понравился такой формат, почему? Потому что там только дома, какие-то супермаркеты, и все. И больше у тебя никакой культурной жизни там нет. То есть за всем остальным тебе нужно ехать в центр. Ну да, у тебя есть там какие-то еще фитнес-клубы, да, торговый центр, фитнес-клуб, еще какие-то маленькие магазинчики, но нет вот такого формата, как в России или в европейских каких-то странах, где у тебя смешанная застройка, у тебя и бизнес, и жилая застройка, и культурные какие-то объекты, там театры, кинотеатры, и торговые центры, и все такое миниатюрное, то есть везде можешь пешком добраться. Вот, в Австралии не так. В Австралии, получается, в Мельбурне и в Сиднее, соответственно, у тебя есть вот этот частный сектор, где ты живешь, и ты можешь на машине, опять же, поехать за продуктами. Ну и дальше, там, если тебе нужна культурная жизнь, тебе нужна работа, то ты едешь уже в центр, опять же, на машине. Вот. И я все ждал, когда мы поедем в центр, потому что меня это интересовало больше всего. Я люблю города больше, чем природу, и поэтому я хотел посмотреть Сидней, посмотреть его центр. Ну и когда мы приехали в центр мне, конечно, понравился. Мне напомнил центр Сиднея Гонконг. Ну, это неудивительно, потому что и Гонконг, и Сидней, ну и в целом Австралию застраивали и занимались этим всем англичане, да, то есть Британская империя, поэтому есть сходство в архитектуре, есть сходство в планировке, да, то есть там просто больше жизни, больше людей, больше всего, то есть тогда еще это был канун Нового года, и очень много людей приехали в Сидней на каникулы, поэтому вот конкретно у оперы, например, у главной достопримечательности были огромные толпы людей, но тем не менее мы все это посмотрели. Опера, честно говоря, на меня не произвела большого впечатления. Я говорю именно про здание снаружи. Например, такое здание, как вокзал в Лионе во Франции, да, меня впечатлило даже больше. Почему-то я представлял это здание большим, и что оно будет немножко другим, вот. Но в любом случае надо было это посмотреть, потом мы пошли в парк. Опять же, я поймал себя на мысли, что это очень похоже на Азию, то есть на Бангкок, на Гонконг по планировке, то есть у тебя вот эти высотки, у тебя там какие-то остались старые здания и какие-то огромные парки, то есть масштаб не человеческий на самом деле, то есть, опять же, широкие дороги, огромные вот эти здания, которые на самом деле рушат вот эту атмосферу исторического города, ты не можешь погрузиться в старый город, потому что у тебя есть старые здания и сверху свечки из новых небоскребов. В общем, впечатления были смешанные, то есть сначала понравилось, потом такой типа... Как будто в Сиднее тоже не так много было кофеин, не так много было заведений, и потом уже, когда я слетал в Мельбурн, я понял, что это особенность именно Сиднея, что он такой больше бизнесовый город, а в Мельбурне люди тусят, отдыхают, наслаждаются жизнью, катаются на велосипедах, и так далее. В общем, да, более такой живой и культурный город — это Мельбурн. Ну и в Сиднее на самом деле есть классные места. Я подпишу, есть один райончик, который я нашел. Там низкая застройка, там очень много зелени. Я люблю зелень, как вы можете видеть. В Австралии с этим проблем нет. Именно что касается побережья, да, понятно, в центре все выжжено. Ну и вот, и да, вот был там классный райончик с урбанистикой, с современными трендами, с велодорожками, с озеленением, со старыми викторианскими домами. Там было кайфово, и там было много кафешек. Цены, кстати, не очень высокие, то есть если говорить о кафе-ресторанах, то цены выше где-то в 2 раза, чем в России, но при этом зарплаты выше, я не знаю, наверное, раз в 5, может быть, но при этом аренда жилья тоже выше раз в 5. Но как будто такое впечатление, что если ты работаешь там и зарабатываешь деньги там, то ты можешь себе позволить больше, чем в России, если ты будешь работать на такой же должности. Вот. Ну вот, в общем, да, этот райончик я подпишу, рекомендую вам туда сходить, если вы будете в Австралии. Ну и да, в общем, я находился первые там 3 недели с родственниками. Сначала мы ездили, мы в зоопарк ходили, посмотрели на кенгуру, на коалу, на еще там каких-то зверушек местных.
Вот, и мы даже успели попробовать кенгурятинку. Она продается в супермаркете, то есть можно взять кенгурятину, приготовить. У нас там по вечерам были грили. Я попробовал кенгурятину, и это было неплохо на самом деле. Честно, уже не помню точно вкус, но мне понравилось. Вот, мясо такое достаточно мягкое. Вот, ездили на пляж, купались, ну, я не особо любитель пляжей, я там даже не купался. Успел сгореть, до сих пор видно, наверное, да, то есть, когда я там гулял, когда я встретился с зрителем канала, с слушателем подкаста, мы прогулялись до пляжа, знаменитого Сиднейского пляжа, и пока мы шли где-то час, я почему-то не намазал руки солнцезащитным кремом, и у меня лицо, уши, шея и руки сгорели. Слава богу, я был в штанах, хоть и была жара, но тем не менее я был в штанах, и у меня не сгорели ноги хотя бы. Но сгорать это ужасно, я ненавижу сгорать, поэтому я не любитель пляжей, и в следующий раз всегда буду ходить в кофтах, просто чтобы не сгорать, ну или мазаться, хотя вот это тоже не особо помогает. В общем, да, мы тусили с родственниками, куда-то ездили на машине, пару раз я выезжал в город, до города я добирался на местных поездах, электричках или метро. Я не знаю, в общем, как они их называют, но суть в том, что это менее эффективная система, чем в России, в той же Москве. Почему? Потому что там они ходят по расписанию, и тебе нужно либо следить за тем, во сколько ты приходишь на станцию, либо ты приходишь и ждешь. То есть тебе нужно ждать там 20-30 минут своего поезда, потому что они не ходят каждые там, 5 минут или каждые 2 минуты, как в Москве. Сами поезда классные, комфортные, особенно в Сиднее, они там двухэтажные, но вот этот момент мне не понравился, то, что тебе нужно постоянно долго ждать, либо мониторить, чтобы прийти вовремя. Ну и вот спустя некоторое время в Сиднее я собрался поехать в Мельбурн, точнее полететь туда, потому что расстояние между Сиднеем и Мельбурном достаточно большое. Я полетел туда на самолете. При входе в аэропорт нет никаких рамок, то есть ты заходишь, и буквально ты перед посадкой только один контроль проходишь, и все. Там, кстати, у меня забрали мои ножнички, с которыми я путешествовал 5 лет последние, да, то есть они с защитой такой, с чехольчиком, но, тем не менее, меня с ними не пропустили, мне пришлось их оставить там. Вот, но не суть. В любом случае, работники аэропорта были очень приятными, то есть вообще никаких проблем, все расслабленные, все такие приятные ребята. Это, кстати, то, о чем я говорил вот в последнем выпуске, как общаться с людьми, мои какие-то мысли на этот счет. И вот я говорил много о том, что нужно быть таким человеком, то есть приятным, расслабленным, и тебе будет хорошо, и другим людям с тобой будет классно. Так вот, у меня было такое впечатление, что все люди в Австралии, то есть, по крайней мере, большинство, все те, с кем я взаимодействовал, они были такими. То есть никаких проблем, все нормально, не переживай, если ты там даже тупишь, если ты не понимаешь, тебе повторят, и все на такой полуулыбке, то есть вот это вообще главное впечатление у меня об Австралии, то, что там люди научились нормально взаимодействовать друг с другом. То есть они живут так, что, ну, у них все классно. И, не знаю, может быть, это поверхностное впечатление, но мне вот это понравилось. Мне понравилось, как люди обращаются друг с другом. Вот, то есть нет никаких каменных вот таких серьезных лиц, ну, если это не мигранты, да, там много мигрантов. Да, и ты не чувствуешь какой-то скованности людей, не знаю, то есть, ну, всем классно. Вот какое-то такое впечатление. Может, солнце так влияет, может, так влияет на людей уровень жизни. В общем, это мое впечатление. И когда я прибыл в Мельбурне я жил в хостеле. Хостел стоил 3000 рублей, то есть $30, самый дешевый, самая забитая комната. В общем, цены высокие, я не хотел все потратить, поэтому я жил в хостеле, опять же, и там у меня была возможность пообщаться на итальянском. Там девушка работала администратором, и я услышал у нее в ее английском какой-то акцент небольшой. Мне показалось, что она русская, но она оказалась итальянкой, мы с ней продолжили говорить на итальянском. То есть мне почему-то было сложнее общаться на английском, чем на итальянском. Вот. И с тех пор я, кстати, задумался о том, что мне надо работать над английским. Тогда я начал смотреть «Форсаж», «Fast and Furious», да, пересматривать все части, работать над английским. И до сих пор я слушаю подкасты. В общем, я сейчас занимаюсь английским языком. И этому поспособствовала Австралия. Вот. Но да, там много иностранцев, много туристов. И в этом хостеле, да, я также пообщался на французском, на английском. Вот парень из Лондона был, который путешествует по Азии. Вот сейчас поехал в Австралию.
Да, французы там были, вот тоже ребята поехали на год. Просто вот ребятам там 18 лет исполнилось, они взяли академический отпуск или не стали поступать в универ, приехали в Австралию, взяли машину, купили себе машину и делают сейчас тур по Австралии, просто путешествуют по Австралии. То есть, ну, ты когда видишь, что делают люди, вот ты понимаешь, насколько разное мировосприятие у разных людей вообще в мире бывает. То есть в России его сложно представить, чтобы человек 18 лет взял все, бросил и поехал в Австралию, купил там машину и просто помчался куда-то. Ну, то есть если он не миллионер какой-то, в общем, вот для них это типа окей, это какой-то нормальный опыт. И это было интересно. Да, вот общаясь с ними на французском, я довольно комфортно себя чувствовал. Французский я еще не забыл. Да, встретился там со своим другом Гёксом, если слушаешь, привет. Да, друг из Турции, который тоже слушал мой подкаст. Мы с ним встретились сначала в Питере, он учился в Питере, сейчас он в Австралии, в Мельбурне. И, в общем, да, здорово, что мы все равно, даже хоть и живем в разных странах, удается нам видеться. Ну и вот, и да, еще встретился со своим другом из Новосибирска. Вообще удивительно, сколько людей я там встретил. То есть человек, наверное, 10 я встретил в Австралии. Вот просто, понятно, там часть из них это родственники, часть из них друзья, часть из них подписчики. Ну, в общем, мне там было не скучно. И в Мельбурне особенно было круто то, что, как я уже сказал, это очень движовый город, очень такой культурный город. Там очень много людей, там уличные музыканты играют на гитаре, поют. Как мне показалось, более интересная архитектура. Вообще, в целом, очень высокий уровень жизни, как в Сиднее, так и в Мельбурне. Но в Мельбурне тебя поражает качество инфраструктуры, как выглядят тротуары, как выглядят дороги, как чисто выглядят фасады зданий. То есть иногда тебе кажется, что все это симуляция, что ты находишься в какой-то компьютерной игре. Реально, какой-то Человек-паук, типа, да, где там небоскребы такие, даже архитектура похожая на что-то типа Нью-Йорка. Да, Мельбурн крутой город, мне он однозначно понравился больше. То есть Сидней произвел впечатление такого рабочего города, бизнес-города, такой бизнес-центр, а Мельбурн — это культурная столица, где люди получают удовольствие от жизни, просто там отдыхают, гуляют и так далее. Там я взял эту футболку. Что еще? Я забыл всякие штуки. Я взял там вот эту вот собаку, антистресс, которая вот так вот тянется. Она уже на самом деле порвана, потому что я слишком ее растягивал. Ну вот, в общем, такая собачка. Всякие подарки из Австралии, там всякие кенгуру, я это все взял, там кому-то подарить, но это все в Новосибирске, это бабушка забрала с собой. У меня вот только футболка, собака и еще есть коала. Сейчас покажу. Да, в общем, вот такой брелок. Это я взял в качестве сувенира. Да, пускай тут посидит. В общем, если бы я выбирал, где жить в Австралии, я бы жил в Мельбурне. Но насчет того, хотел бы я жить в Австралии, ну, во-первых, мне сложно сказать, потому что я просто не могу себе это позволить, да, то есть понятно, что даже если бы я хотел, то у меня просто нет на это денег. Там достаточно дорогое жилье, дорогая аренда, и чтобы себя комфортно чувствовать, нужно, мне кажется, зарабатывать где-то $5000, да, как минимум, а то и 10. Ну, то есть, если у тебя будет десятка, $10 000, то, ну, ты там себя комфортно будешь чувствовать. Примерно так, как в России ты себя будешь чувствовать на $2000. Вот. Но в целом, что мне не понравилось в Австралии, почему я бы там не хотел жить, то есть понятно, что там дорого, у меня от перемещения зарплата не меняется, соответственно, мне было бы там, соответственно, мне бы там гораздо тяжелее было жить. В общем, Австралия находится далеко от всего того, что мне интересно. Это Россия, это европейские страны, огромное количество, я учил там разные языки, мне интересно было бы ездить туда, общаться на этих языках, и из Австралии это делать довольно проблематично, да, то есть тебе еще более-менее можно добраться там в азиатские какие-то страны, ну, кстати, там можно долететь до США достаточно удобно, прямым рейсом до Лос-Анджелеса, там есть такие рейсы, и никогда так близко я еще не подбирался к Соединенным Штатам, буквально я мог там, если бы у меня была виза, я мог взять
билет из Сиднея в Лос-Анджелес и полететь туда. Или из Мельбурна, не помню. В общем, для меня проблема Австралии в том, что там дорого, и то, что довольно сложно куда-то добраться. Как минимум, это долго и дорого. Опять же, ну и плюс, как я сказал, я не особо пляжный человек, и там довольно агрессивное солнце, такое опасное, поэтому такой климат мне не особо подходит, и такая картинка. Хотя, опять же, если объективно судить, Австралия — это одна из лучших стран мира, где ты можешь находиться, то есть вряд ли там произойдет какая-то война, люди там хорошо зарабатывают, куча иностранцев, огромное количество людей, иностранцев, то есть есть культурный обмен какой-то, сильный паспорт, да, то есть ты можешь во многие страны ехать без визы. Если вы, в общем, думаете о переезде в Австралию, мне кажется, это неплохой вариант, но я бы выбрал Россию, да, или какую-нибудь европейскую страну. Вот, что еще сказать? Сколько потратил? Ну, поскольку я жил у тети, я почти не тратил на жилье, потратил на билеты туда-сюда и потратил на еду. Ну и какие-то там сувениры, какие-то шмотки я взял. Хотя нет, даже шмоток я никаких не брал. Ну, в общем, потратил я копейки. Учитывая, что это Австралия, я потратил 200 тысяч рублей, то есть 2000 долларов почти за месяц. Это очень экономно. Ну, если бы я, конечно, был поумнее, я бы потратил... Но поскольку у меня там была небольшая проблемка с обратным билетом в Китай, в Сиднее в аэропорту я стоял на стойке регистрации, мне сказали, что, извините, вы не можете лететь, потому что у вас слишком долгая пересадка в Китае, да, то есть вы в Китае будете находиться больше 24 часов, а вам дают транзитную визу только на 24 часа. Вот, это был мой косяк, и поэтому мне нужно было в тот же день взять новый билет на себя и на бабушку, потому что мы летели вместе, я брал билеты, я за нее отвечал, ну и, соответственно, я потратил еще сверху где-то 90 тысяч рублей, там где-то 1000 долларов, вот. Это был существенный удар, и получается в сумме, если опять же все считать, то где-то под 300 тысяч я потратил на Австралию, под 3000 долларов. В любом случае это достаточно немного для Австралии. Ну и вот что я думаю про Австралию. Это было классное время, классный опыт. Хочу в следующий раз уже поехать туда более финансово подготовленным, потому что все равно ты чувствовал себя не очень комфортно от того, что ты шаг влево, шаг вправо делаешь, и просто по сотне баксов вот так вот слетают, то есть очень дорогая страна, но тем не менее круто, что я туда слетал. В следующий раз, если я туда полечу, когда я туда полечу, у меня виза, кстати, на год, она все еще действует, я могу туда через несколько месяцев обратно полететь, если будут хорошие билеты и желание. И я бы хотел еще посмотреть Новую Зеландию, съездить в Новую Зеландию, потому что, говорят, она более зеленая, она более такая тропическая, вот, и тоже крутая страна, тоже интересно было бы. Но самое крутое место, опять же, это Мельбурн. Вот, Новая Зеландия, я думаю, тоже будет так довольно... Ну, там больше природа будет, да, города будут стандартными американского типа. И главное, как люди взаимодействуют между собой. То есть вот это для меня было главным впечатлением, насколько люди приятны друг с другом, насколько они улыбчивые, насколько они расслабленные. То есть вот этот момент очень крутой. Там, кстати, в Мельбурне, вот еще не сказал, был несколько моментов, когда я не мог оплатить наличными. Все везде оплачивал наличными, поскольку российские карты за границей теперь не работают из-за санкций. Ну и, соответственно, у меня были только наличные деньги. И в некоторых кафе не принимали наличные, и даже вот когда я прилетел в Мельбурн, нельзя было оплатить билет на автобус из аэропорта в центр города наличными деньгами. То есть там были автоматы, и ты мог только картой оплатить. Соответственно, я обращался к австралийцам, там, бро, помоги, пожалуйста, там, оплати мне картой, я тебе дам наличку, и ребята вообще без всяких там проблем, даже если у меня там, ну, я такой ему даю, и у меня там что-то, по-моему, $2 не хватает, он говорит, типа, ничего страшного, типа, ну, то есть ребята вообще расслабленные, помогают, и это вообще круто, это классно, это то, что мне понравилось больше всего. Всем рекомендую, если вы живете в Австралии, вам крупно повезло. Единственное, что вам не повезло, вам долго и дорого добираться до всех остальных стран, но, ну, кроме там Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи и еще там 10 стран островных. Спасибо за просмотр, переходите на Boosty Patreon, там вы найдете транскрипцию, объяснение сложных слов.
поддержите проект, ну и записывайтесь на уроки, будем с вами обсуждать страны, города, делиться впечатлениями, позитивными эмоциями. В общем, всем спасибо и услышимся. Пока-пока. Что за зверь? Офигеть. Зверюга огромная какая. Кто это? Кто это? Это опоссум или кто это вообще? Что это за опоссум? Какая вообще красота, боже мой.